Ой, как хорошо. Здорово, мужики. Здорово. Если вам не сложно, скиньте ссылку на OWC Live. И напомните, все ли я включил. Здорово, здорово. Здорово. О, спасибо. Я буду сидеть ждать OWC Live и одновременно разбираться с делами. Смотрите. Ну, начнем, да? Охуенно, по-моему. Нормально. Так, всем приготовиться. Блин. Звук охуевший. О, здорово, здорово. Здорово, майор, всем привет, музыкант, солдат, хой-хой, Сарзон, Вячеслав, Алёш, Сержин, здрасте, Варик, здрасте, совсем с кем не поздоровался, извините, чат сложно читать. Здорово, здорово, Палм. Фалон сейчас придет, он отошел помыться, сполоснуться, но он с дороги, вы сами понимаете. После потной сессии ВОСу на вутинге нужно помыться. Мы приличные люди. Он сполоснется быстро и подойдет смотреть. О. Давай, Слася, покажи. Как раз будет контент. Еще скажите, что по звуку будет, потому что, ну, как вы понимаете, мы будем смотреть с наушников, но на большей громкости, потому что у меня нету миллион наушников на всех про всех. Слышно было, как мне в ВК написали? Сейчас я закрою ВК тогда. Смотрите, девочка в чате нарисовала арт. Как вам? Давайте оценим его по 10-бальной. Чикулин, иси, дисюк верхом на корове, дид затянулся, скровель проебал урок рисования, Маркум, ты где? Геймер, АФК, Блять, я забыл. Хэнсом, еще увидимся. Спасибо, спасибо. Я рулетку вырублю. Вроде нет никаких оповещалок. Спасибо, Андрейка. Спасибо тебе. Посылаю тебе свою удачу. А чё, я вырубил же рулетку, алё. А, все. Заебись. Можем... Как вам вообще картинка? Ну, по-моему, нормально пойдет. А чё, никто не переделал пасты вчерашние у чела из профиля, которые, ну, там, про... Да, здорово, здорово, мужики, здорово. Спасибо, Андрейка. Очень признателен. Всегда рад. Я не знаю, правда, когда он скинул 500 рублей, потому что, как вы понимаете, это могло быть когда угодно. Слушайте, он по-разному звенит, смотря в какое место бить. Ща. Боже, как же я люблю сборную России по ОСУ. Хочется поцеловать Дисюка и избавить его от тряски. Погладить Маркрума, чтобы тот фкшнул ХД2. Обнять Хэнсом Ми, потому что он Хэнсом. Взять в заложники Минато Акву, чтобы Дин пробил ее квадрат. Просто трахнуть Велтера, потому что он красивый. Поцеловать Геймер 228-666. За твое здоровье. Карты. Сходить на мастер-класс свидания со скровелем по рисованию вентиляторов и... Спасибо Наконец, большое. ударить Чикони об стол, чтобы он не дудонил. Спасибо большое. Спасибо тебе. Тем временем у нас начинается игра потихоньку. По ощущениям, пул очень разный, поэтому
Как вы видите, первый матч был 6-4, я вообще такого не ожидал. Я думал, немцы их закроют салат, но они играли безобразно. Нет, Россия будет играть завтра. Россия завтра. Сегодня норм матчи все почти. Ну, смотрите. Одноколичественных быть не должно вообще на этой неделе. По ощущениям. Если не будет какого-то лютого обсера, все равно будет интересно. Да, Криллер хороший сыграл очень. Криллер тащит эту команду раков. Очень конкретно. Германия и Япония очень хороший матч. Одним глазом смотрел. Мне тоже зашло. Да, здорово, Кимприбат, здорово. Роллпан тоже сыграл хорошо. Мне, даже инвокер нормально карту одну затащил. Ну, почти затащил. Прям очень интересно было. Пул один из лучших за все время. Для челов, кто не в курсе. Мне очень понравилось. И по музлу впервые, ну, прям нормально навал. И по картам наполнение, ну, очень плотное и разнообразное. Смотреть пул очень приятно, если честно. Относительно обычного говна, которое там происходит, несмотрибельного, это более чем прямо. Как тебе Германия? Ну, знаешь, я посмотрел без стрима Германию одним глазом. Это просто элестники. Мне кажется, вы их закроете в ноль. Да тут полный набор, тут гонги, барабаны, все есть. Я не знаю, почему никто в чате этим не занялся. Это же очень смешно. У меня не было возможности, я вчера пытался уснуть, чтобы встретить Фалона нормально. Сегодня рано надо было проснуться, разобраться с гонгом, что там у меня мать, и все в таком духе. Про синтезатор забавно. Но ты видишь, у меня нет такого разнообразия людей, кто, ну, играет на музыкальных инструментах. Вот я только на гонге умею. Привет, Такура. Привет. Не знаю, Фин, сложно сказать, сложно сказать. Фалон моется, сейчас придет. Да вы же понимаете, это еще все дорого, с одной стороны. Типа, на гонг было потрачено 9 вроде. Сейчас покажу, если ты не видел. По кайфу. Ой. Вообще хорошо. Да я сильнее, ты понимаешь, он такой, он нежный гонг, он такой. Чего? Где? Под русский, очевидно, с размаху. Да, показал. Я стучать в него буду, очевидно, когда замес пойдет. Но я думаю, надраться еще надо хорошенько для этого. Я думал, у русских есть кое-что другое там в рифму, ну ладно. Вебку побольше? Ты уверен? Мне кажется, ну, это будет много места очень занимать. Я буду как место одного из игроков. Ну и плюс нас двое будет, так что, ну, сложно, короче, это сделать так, чтобы не загораживало общую картинку с ОВЦ. Вот. Здорово, Сфранос. Да на пикемах долбоебы сидят. Я вам отвечаю. Здорово, мужики. Ой, тяжелый день будет, тяжелый. Сегодня много смотрим, и самый большой плюс, что смотрим все подряд. Наконец-то они сделали нормальное расписание, нормальный пул, и можно наслаждаться, а не сидеть с перерывами, вот это все. Вот это вот хуйни не будет. Я очень доволен. О.
Спасибо еще раз, Андрейк. Завтра играем, я не помню, в районе 4, что ли. Да, я посмотрел Германию одним глазом. Ну, что они вообще лесники какие-то. За кого болеешь? Ой. Точно, надо еще пасту вставить про донаты, чтобы вы в озвучке не путались. Если кто-то хочет определенную. Может мне указать сумму на OWC игроков, потому что там же 50, 60, 70, 80 рублей. Чтобы вы разбирались, за какого игрока в России подтапливать можно. Я думаю, это отдельное будет. Ну, на 100 чекони на 51 легко запомнить, а всех остальных сложно. Да, стрим, конечно, сохраню. Россия завтра играет под вечерок. Там 4-5, я не помню. Ну, можно посмотреть, хочешь? Ну, смотри, Россия завтра играет в 4 по Москве. Больше инфы какой-то я не вижу интересной. Ну, смотрите, что завтра поржать есть, вот этот матч. Вот этот еще смешной для фанатов Мариэка, жопная боль. А что завтра день? Ой, какой разброс. Завтра ТБДшных матчей. Ой, бляха-муха. Ну, я тоже думаю, что Малежевский переедет просто на изи. Здоров, Чиконе. А что за задержка? Кто-то не пришел на матч или что? Да, нужно смотреть. Где гонг? Сейчас сыграю. Опа, началось! Так, начало матча. Погнали. Так, что у нас тут происходит? Ферстбан банит Шкила, походу, будет банить первым. Чё за... А, нет, это бан-ордер, короче. First pick Гонконг, second pick Шведен, second ban Шведен, first ban Гонконг. Очень интересно. Чё? Почему первый банит Шведен? Что за хуйня? Когда русские будут играть, нужно сильнее уверить по-славянски крикнув всю. Да я постараюсь подготовиться, но я пока ману запасаю, видишь? Напомните, почему вопрос, почему Шкила банит ХД3? Это же одна из самых простых карт в пуле, нет? Они типа хотят на скилле выкатиться? Или Шкила банит тупо карты, которые ему не нравятся? В чем прикол? Я не знаю, Чикони. Я думаю, Шкила думает, что он может засолить. Ну смотри, Гонконг банит на 5, потому что их карта бесит. ХР1. Типа сложная очень. Никто не пройдет в Гонконге. Какие-то баны странные. А типа Гонконг будет меситься на ДТшках против этих ЛСов? Их же Шкила на ДТ закроет, нет? А они несут реально, что Шкила их все ДТ-карты просто один выиграет? Да сейчас Фалон придет, сделает мне впадлу. Сука. Ну, с таких вообще есть шансы завтра. Ну, так по хуйне, по-моему. Ну, на самом деле, может, есть, но я думаю, немного. Сука, мистер Стул. Ой, ё-моё. Да я сам сделаешь, будет офигенно. Я закреплю. Модер есть в чате, чтобы закрепить? Не, майор, это не лень, это пиздец. Подожди. First ban. Чё? Ему запретили банить? Чикони запретили банить им ХД2.
Ой, блин. Чико, не запомнил правила пиков банов? Какой еблан на шкиле. Ой, какой еблан. Ой, ё-моё. Смотрите, сейчас Гонконг пикнет ХД2 и проебет. Так, что ты банишь, друг? Забань консистенси хуйню какую-нибудь унылую. Или это только то, что они могут выиграть? Я же помню, что у Швеции играет Шкила и 3 рака. А у Гонконга просто все посредственные. Ой, ё-моё. Ну, смотрите, логично. Типа, шанс того, что в Гонконге челы могут накомбить на М4 присутствует. А то, что в Швеции кто-то его сыграет больше, чем на 200 тысяч, ощущение спорное. Ну, забанил единственный нормальный трек, кстати. Так, карта начинается с FM2. Заунывные спейс-стримы во фримоде. Чутка неудобные с хардроком и чутка неудобные с хиденом из-за говнопаттернинга. Сделал? Что за хойодо? Хойондо? Что за хойондо? Там редкат в зоне? Да я не верю, что редкат в зоне, ты понимаешь? Чё по звуку, мужики? Блять. No Mod 4, despite being a banger, is one of those flowy stream tech aim control maps, which Hong Kong are phenomenal. Нормально? If you want to Звук. really label probably two of Hong Kong's best skill sets, it's alt and it's aim control. Вы не слышите с микрофона моего пердёж на фоне? With this particular mapping style as well, like, you gotta Громче чуток. Давайте я вам вот так выкручу. So there are gonna be, how do I say? It's like minuscule changes вот так with a идеально big должно быть. impact that you really have to pay attention with. Yep, well said, and we've got Hibiki, MCY, A21. Во, вроде должно быть Not вообще по recap. кайфу. He's in for Sweden, and we've got Talala in, so I do think the hard rock Ну, will потому probably что be дифа slightly нормально. harder За кого run on this притапливаем? Ну вы both. как хотите. Honestly, Можно without поболеть за info старперов on из how Гонконга, а можно за many шкилу skills, поболеть. It's gonna be tough on both mods, so you're gonna be looking Веб towards your кончил. no-mod players that should have an easier time to put up Дон some of сейчас the bigger придет. combos, and I wouldn't be surprised to see the hard rock players struggle. And it looks like that is going to be Я забыл Zedfin написать. in is kind of the go-to no-mod player for Sweden. I think we're likely to see Phalon taking the hidden, and we might just see Skilla on hard rock, or we could potentially see. Ну чё, начинать мошнить с первой или нет? To take the hard rock as well. Yeah, with this being free mod, you are forced to pick Предлаз one player on the hard hidden rock and one on the охуенно. hidden. The question is, who is it going to be for Sweden? I'm 100% expecting Reedcat to potentially be on this hard rock here. He's always been known for being one of those super strong hard rock flowing players, and hard rock being one of his most comfortable mods that he's always been known for. I'm expecting him Да, or вот так вот Spinks to be сделаю. rocking the hard rock here. But for Sweden, we're seeing an overmod here. Погнали along with Hong смотреть. Kong. We're seeing a double hidden from Нормально, two всё of видно? each team. Shiona Hibiki on the hidden. Wait a second. Whoa, these mods are insane. Думаешь, for на Hong Kong. Гонконг мошнить? Мне кажется, нужно мошнить, чтобы шкила миснул. For Hibiki, Shiona, and A21, all rocking the hidden and MCY4. Они with an extra больные! dangerous hidden hard rock combo. This Вы, is a блядь, crazy overlap. I've ебанутые! not seen this before. It's safe to say Hong Kong know what they're doing, боже man, and they want мой. to rock as many mods as they can to get as much score benefit as possible. On the other side, you do see overmods from Sweden as well, double hidden from both Skilla and Phalan, with Reedcat, as we call it. Пришло on the время, я hidden. думаю, The реально. only no-mod player in this lobby is Spinks. Ща будет там хардпарт. The overmods, though, you do need to hold on Бля, to не the combos вовремя. for tonight. We've seen 3 players already on the side of Hong Kong drop their combos. Of course, Sean is only 20 combos behind the FC. So Гонконг, Hong какого Kong хера might see пикаете, some ебучие? still some very tricky sections of
100 We've хиденов! seen some of these modded players struggle. A21 finds yet another miss, and Sweden is off to a very big early Это advantage. пиздец. Good start here from Sweden, despite that drop from Skella. You still have those 3 FCs in favor of Ой, Sweden. Shields gonna drop ё-моё. once again, but A21 Вы вообще dropping off наблюдаете, before что that. происходит? It's just MCY. This is a Оценили four-way вообще FC for пик Sweden Гонконга? right now. Okay, Skilla did find a drop, but 3-way FC, and it's really good accuracy from Sweden. Look at Zedpin. Это троллинг или они типа 3-2-2-шат просто, я не знаю. That's part of the risk of taking all these extra mods, right? You see the accuracies are slightly lower. Crossover for Hong Kong. There goes Sabiki. That's a big combo down for Это Hong Kong. 3-2-2. Skilla finds Кстати, a miss. справа Shion руинит trades только it. Шкила, это очень And Sweden подозрительно. hold on to all their big combos. It's once А again эти чё just два MCY хидена 4 тоже Hong Kong взяли? try and keep this alive. The rest of Hong Блять, я Kong are отказываюсь completely верить в эту falling хуйню, apart. что The triple происходит. hidden seems to have not worked out so far in this first half. No combos that can really be of value outside of MCY, and on the side of Hong Kong, despite the drop double miss from Reedcat, you still got Phelan and Binks to keep it alive here. Skilla with a decent recovery as well, outshining the other 3 players with Hong Kong on the hidden. MCY4 has to go up against a tall mountain here, and he's got the most threatening combo of the bunch. Not only Ну, is it Фейлан most сейчас dangerous for him, миссит, but это he понятное has дело. the Ну вот opportunity этот to Бинкс massively ramp up his сосредоточился score late 2 stage звезды on Hong Kong. играть. But it doesn't get easier from here. Блядь, надо на Hong Kong Спинкса gets really, мочить. really Я, tough, and хотя we're они уже starting to get into it now. A21's Они gonna же уже pull down. проебали вроде бы, And нет? so does Phelan. Да, они уже Wait, that's a проебали. big drop for Sweden. Spinks still has it, and Это Sweden первое can за still have Швецией. the Даже lead. если этот хрен But сейчас there's обосрется time в for 0, MCY4, они the все rest of равно Hong Kong to выиграют. come back. You can see the comebacks here from Shion and Hibiki. Бля, Фейлан, Trying ты to чё там build 100 something here to мясов keep Hong нашел? Kong alive. It's slowly shrinking. There's Spinks. There's time. Не-не, времени нет, ребят, времени нет. Хотя у него ХДХР, в принципе. Но он в конце промажет, короче, на МСУ-4, я вам клянусь, просто он не попадет в стримас, зафейлит его с хардроком, и... Ну, ему не хватит в любом случае, даже так. А как говнище. Там на I don't 100% think so. надо играть, чтобы Skella's выиграть keeping it было. alive here, trying to maintain any sort of anchor for Sweden to come back. But see, it's quickly closing in. But there's barely any map left here. Reedcat also with the recovery is going to keep Мсуч it alive красавчик, despite Мсуч. the insane score from MCY4. A ginormous threat. Мсуч хорош, Really getting но 1.1 ГК это просто million. пиздец. And Это... wow, that 500k Чекони, сколько dipped хиденов down бы взял? fast. Several drops from the biggest combos from Sweden gave an opening there for Hong Kong. But it wasn't just MCY4 who needed to step up, and needed to be the rest of his team, and unfortunately that wasn't the case. On top of that, you had Skilla and Reedcat. Ну, Мсучу just респект, building если and что, за building, ХДХР just keeping пока. the supporting combos away from MCY4 to Респектуем. benefit off of. And Да that это не gives нубы. Sweden the first point and a break. Нахрена набирать столько For хиденов? Hong Kong. Did not Карту work сложно out читать despite только the с хиденом. incredible score from Ну вот MCY. реально, неудобно играть карту только с хиденом. Ты, сука, набирайте все хидены в команду. To me, a huge swing in momentum. And you have to imagine, if you're first picking that and taking that many mods on the pick, they have to have had some crazy scores in practice that just, unfortunately, did not materialize in this match. And so Sweden, off to the 1-0 lead, now with the pick, they've got quite a few options. Слышите, может они угорнули над Шкилой? Я сейчас понял. Он типа хотел забанить хиден, но не смог. И поэтому они решили угорнуть над ним и хиденов всем вместе набрать. Это постерония или что? Я просто не разбираюсь в шутках. Weenie Walk has been picked. Let's go. This is one of the best. Ну, либо Шкила 200 IQ мув реально, либо я не понимаю, что это такое. Так это они сами... Смотрите, он продолжает! Чего? Он типа увидел, как хреново они сыграли хиден и решил его пикнуть? Maybe. He's hoping, right? Let's hope the match gets close. Because this is an exciting start here for Sweden. And they're bringing it here with Winnie Walker. Not only is this one of the coolest songs and one of the biggest songs Ну да, это in пятимерные this round, шахматы, это именно они. this is a tough, awkward aim hidden test. То есть Also куда with опустить consistency, вебку? this is Куда ее 4 опустить? minutes long, Что, Lifeline. что тебе не нравится, я не понимаю. Yeah, Куда it's a ее fun опускать one. еще сильнее? Hong Вниз, Kong типа? roster is interesting here. This is the core that they've been running all of last week as well. Shion, Hibiki, A21, MCY4. Ну я не виноват, что шведы такие, это, у них не видно ни хрена. Last week, and so I'm not sure whether their other players are just Хотите вот так not as делать, comfortable смотреть? or not Ну, блин, так ни available. хрена не There видно, was так неудобно an смотреть accident вообще. for a couple maps last week, but that's about it. So they Ну may так типа что ли utilize, делать? Меня микроскопическим? 5 or Это 6 прикол? players on their roster right now. Whereas Sweden
seems to have just about everybody here as we see Tony Reno come in for that hidden name. Has looked incredible. Смотрите, on сейчас шведы the, проебут these закономерно. picks last week. Потому что у шведов ни один игрок, кроме really well Шкила, не last в weekend, состоянии giving фидинг будет Sweden a сыграть. giant buff in some of their scores, particularly the normal 4 last week with a 99.8 act on Nomad 4. Pretty crazy, and I'm expecting to see good things from this guy. He has dropped early on, but again, super early stage here. One of the harder maps with these awkward jumps along with Что-то those резать screens на that could вебке, я lead что to an должен early быть crit, этим, как a его drop, зовут? just so you can adjust to it a little bit. Phelan as well dropping for Sweden, but that doesn't really matter when 3 members of Hong Какой Kong are 3-2 going тут? to trade it. Карта сложная. Sweden with an early 2 FC Насколько я lead here, помню. both for Skillet and Reedcam. MCY the only one once again for Hong Kong to try and Что же в keep this глазах lead плывут круги. as close to his team as Сложно possible. сидеть. And Shiva, those streams you mentioned, they're right about halfway through the map, so those can catch some players out, and that's the absolute worst place you could miss. So Ща we'll see карту which досмотрим, teams и find misses опущу there, веб, if any, as we ладно. get Не into our только ради first chat села в section. чате. This is where the misses are going to start to matter. There goes A21, but traded back by Phelan, so Ну things are gonna смотрите, even out for Гонконг both teams. очевидно не BT умеет finds the играть next хидом, miss мы on это the уже side of Hong поняли. Kong now. Now it's Сейчас Sweden что on он the тоже lead as мистит A21 на finds yet говне another miss. абсолютно. Oh, that double miss there from Hong Kong is going to be really tough as well. A21 Но as есть well. что, A вот triple набрать miss for хиднов Hong Kong. на фримоде, Past this обосраться TI в is салат, это really tough было... there. And down goes MCY4. Самое настоящее That's your 3-2-2. biggest combo for Hong Kong, absolutely gone, and that's Это your вообще security худшее, что можно completely сделать в erased. мире было Sweden are now going to be able на to турике. Это, massively наверное, push самый this lead in тупой their мув, favor. который я видел Can в Skiller вселенной. breeze through that first KI into this next verse. Tony Rio as well, despite that early drop, really didn't phase him. It is just Phelan, but he's even building up Может, они recovery. еще Starting to ХД2 suppress вместо the бана last combo пикнут here from на MCY, чела and there's the справа. break. That's the Чисто information here угарнуть. for Sweden. They know exactly where they're at. And Skiller holding on still to an SS past this halfway point. Question is, Так это не 3-2-2, Are это they- просто обсер. are they going to be able to hold on to this next stream? Because this is arguably No, one of the абсолютно hardest parts of the фееричный map. Finally обсер. drops onto the SS, but there's still a stream part to go. This is where we Редкат can see a lot of запотел. drops. These streams are really tough. Very, very twist and turny here. It's going to trip up Tony Rio and A21. But there's Sweden and Rika. It's just Skiller now to hold on to the full combo, but Sweden still have a really good established lead. There's no big recoveries here from Hong Шкила Kong. солист, если MCY, чё. who once again is the biggest combo, but really isn't that much. The overall early game combo for the Хорош, Sweden team хорош. is way too strong, and Skiller still keeps it going into this final quarter. Skilla has been time and time again the big carrier for Sweden, shows up when it matters, had 2 #1 individual scores last week, and on the last map you at least had MCY4 with the massive combo to bring things back, but Skilla now мешает на Skilla does говне. find a miss, it's Но он MCY выиграл traded карту. back, and I think that might be the end for Hong Kong. Комбата в нуле. А не, у That Хибики was a есть. tough process for a second there. Skiller, the Чё big, есть big Хибики combo до конца to keep it ФК, что alive он despite набирает everyone else 400, о dropping. господи, 300 тысяч. But with Нет, MCY4 не trading набирает that он miss, ни хрена 300 unfortunately, тысяч. it's just a Viki, but honestly, this combo is way too small for Вроде it бы to не be набирает. super surmountable. As long as Sweden can just maintain and keep a decent amount of combo and not massively fall apart here, they can land that. Phelan is going to drop onto that linear section, but there's still a bit of the Ki left to Но go. они выиграли. No drops in that to that big octagon jump section. Все. But it's gonna be the late stage here that could Да, lead они it. You can проебут матч see из-за 3 the хидов. general Ну не проебут advantages матч, here for но Hong они Kong, отдали but много очень. I really don't think there's gonna be enough time. Phelan's gonna drop once Они... again. So Есть does что, Tony Rio. пик Хиден 1 был I don't think гениальный there's от enough Шкилы. time. It's 200, it's nearly 300k, and it's gonna be slowly closing in. But it's not gonna be by much. You're gonna have to really hope for a full collapse from Sweden. Skiller's gonna Но go он down. же It's just сыграл его recap. хорошо. But И сам still, even then, I засолил don't think его he has абсолютно. enough score that he can gain from here. With the recoveries from Hong Kong, we're going to be really threatening. It's going down to 200k. I don't think there's enough time. There is enough Нет, time. тут It's нету just the final enough stream time. session left to go. He Ещё Viki нет. drops. Шкила And засолил. Sweden will take it despite Да не шведы the second гении, time это this называется round now I обосрался и claim. отдал 2 Really поинта просто на threatening пустом scores месте. from the individuals from Hong Kong. It's just not enough for Hong Kong. They have not been able to put up those big supporting combos. And Sweden off to 2-0 lead. Now, to be fair, that was Sweden's first pick. That's one that Sweden always expected to win. But this is 2 maps in a Вебку row now. сейчас. We've seen Hong Kong try and make that late stage push to get a comeback, get a point on the board. And Sweden has had the combos Привет. early on. And that's the trend with a lot of maps. Oftentimes, it is Нормально. very common in maps for the ending to be the hardest. And what that means, it's going to be a lot easier to build up big combos into the beginning of the map, whereas if you're really relying on your players to Или я build up слишком the recovery улетел. combos in the end of the map, you're going to run into some really tricky patterns that you have to combo through, and Hong Kong can't get enough. They do have the next pick Во, though, so they're going to be looking to вроде bounce back нормас. here.
Так, давайте думать. Вот я Гонконг. Я знаю, что я не выиграю Швеции ДТ. Я знаю, что игра говна, и я баню на 5 маленькие круги. Значит, мне нужно пикнуть R8, правильно? Значит, мне нужно пикнуть R8 и пытаться это выиграть, потому что я выучил карту. У меня есть игрок А21, который ее выучил 100%. МСУ-4, который тоже постарался. И нужно пикнуть N2 просто. На похуй. Иначе это лузовая. Не, ну смотрите, они берут карту, где нужно всем вместе хорошо сыграть. По Авераге у них игроки лучше в Гонконге. Типа шанс того, что они все сыграют 800 тысяч есть. Но если у них челы посыпятся, то шкилы их закроют соло. With Spiral 2005 song, you can already tell what kind of map there's going to be if you've had the song already. This is a masterclass in double time finger control and aim control. Generally an aim control map overall. No, not aim control, sorry, it's general control. Just straight up, it's just control, guys. It's just control with Peppy as the background. Beautiful background, but it is going to be a very rhythmic map. Like you said, lots of doubles, some triples. Finger control is by far the main focus, but of course there's a little bit of aim control, a little bit of tech as well. And I want to keep an eye on Skilla, who obviously has put up some insane scores. But even going back to last week, had the top score individually on Nomad 2 and the Free Mod 2 has looked incredible on some of these more tapping-oriented aim control picks, and we'll see if we can do it again. Is in the lobby, of course, along with Reedcat. I do expect for Sweden, we might see Grip A, but usually Запустите карту, мне долго стоять ждать. Connect. I think we're going to see A21 come back in for Hong Kong, or MCY4, sorry. Боже, как же я люблю сборную России по ОВС. Хочется поцеловать Дисюка и избавить его от тряски. Погладить Маркрума, чтобы тот ФКшнул ХД2. Обнять Хэнсом Ми, потому что он Хэнсом. Взять в заложники Минотаку, чтобы Дим пробил его квадрат. Просто трахнуть Велтера, потому что он красивый. Поцеловать Геймера на 28666, чтобы он ФКшил К. Сходить на мастер-класс свидания со скровелем по рисованию вентиляторов. Наконец, ударить Чикони об стол, чтобы он не дудонил. Andros here, again, no surprise, Andros is one of the best mechanics players in this team. Probably the best one, to be honest. He's always been a star in mechanics, despite coming back from a pretty long break. He's going to be sticking here for Sweden. Yes, Sphinx has really not played any of the DTs for Sweden, has just been in for the Nomads, and Hong Kong, yet again, keeping their same kind of set of players. Донайсеру спасибо большое. And this is a very short map. Погнали, смотреть. Great count. Yeah, this is 2 minutes flat. So it's going to be a short one here. It's not going to be long until we start seeing a solidified advantage. Ставки, мне кажется, есть шанс у Гонконга, если не gnarly with some of these control patterns here. Overall, it's looking decent in this early stage. Но с другой стороны, они Редкат, Андреса и Шкилу выпустили, какого-то Чириксоида, они, ну, у них нормальный деростер, особенно на лобу прям But you давно. can see the weird control, along with a little bit of those weird slider jumps on top of that. You've got the double Чувствую я, знаете что? It really is just consistent bursty finger control, and Shion's going to be the first one to drop, followed up by Ой, ну он раньше мислил, чем я сказал. It's 4-2 now in favor of Sweden. That score's going to really start quickly flipping in a moment. Once the accuracy advantage starts to nullify with the combo here, and Sweden looking decent in this next half. Reedcat's finally going to drop, but Hibiki trades it. Grippe follows up. It's just MCY4 against 2 full combos. Skidder and Andrew still looking really, really good. All of these Гонконг не может уничтожить школьника. Гонконг просто бессилен при виде этого киберспортсмена, и он соло их, как будто если бы вышел, выиграл. Looking solid on a map that I don't think some of us expected Skilla to be phenomenal on, considering this is DT tapping mechanics, not something that we see them play often, but wow, they're setting a great show here. 98 from 4 rack as well, looking brilliant going into this final quarter. And the accuracy advantage is gone for Hong Kong. The accuracy is roughly evened up. There's a trade from Shion and Recap, but it's not going to make a little bit of difference unless Skilla finds the miss, and this map is just over. Sweden is up 3-0.
Какой позор. Such a dominant start here for Sweden. Skilla Ладно, finally он drops, миссил but в конце, Grippe's got his конечно, back. но I'll вы say that. понимаете, то, Grippe does as что... well, but it's too little Конечно, too Скилла late каждый here for пик Hong будет Kong. вот так вот играть. Ну, Hibiki, почти. I think this is the second time now where those early breaks are going to really suffer for him because Он he's holding normal on to round towards the late stage, but it's not going to come to fruition. Sweden are going to take the second breakpoint in a row against Hong Kong. Yeah, Hong Kong is in a really bad spot. Sweden have the next pick, and they're gonna look to put this to a 4-0 Ну, lead. смотрите, они сыграли... Ну, L2X это очень слабо. Им нужно было хотя бы сколько? По 700 тысяч набрать все вместе? Да по 600 бы хватило, наверное. Если бы все нафигарили. Если бы все 600 набрали, выиграли бы. Просто очень плохой школа у F2X, очень плохой скор у F2X. Отразительно сыграл на 93% эту херню. Закономерно проиграли. Но это не ГГ, я думаю, они, если не додумаются пикать нормальные карты, они могут что-то сделать. Ну смотри, я считаю, они обязаны были выучить вот это и вот это. Потому что мое мнение, что на ДТ школьниках развалит просто в соло один на любой карте. Я ничего, ну потому что плюс еще задонатили на него. Но все-таки я обещал, знаешь, так что... Ебать, Optimus Prime. Я не увидел, что там косарь. Спасибо тебе огромное. Очень приятно. Так сказать, деньги на напитки крайне необходимы нынче. Потому что мы вдвоем с Фалоном 2 дня будем сидеть и смотреть это дело. Спасибо. Очень приятно. You could see it, but Hong Kong are quite good on this kind of stuff. I'm not sure if 3-1-3 is a possible one. Осуждаю алкоголизм, если что, и прочую фигню. 3-1-1 is a good Ну смотрите, Шкила просто пикает карту, которую не прожмут челы из Гонконга. Я бы на его месте пикнул ДТ2, ДТ3, но он сейчас ДТ2 протестит в воду, знаете, насколько все плохо у Гонконга. Скорее всего, это просто похороны. Если он закрывает ДТ2, он пикает ДТ3 после этого, это все, это фрип 2 поинта. Фалон помылся и еще волосы посушил. So yeah, this paranoia map is going to be tough. It's going to be stamina heavy, and that's where Sweden really pounce with their mechanics players, especially with Andros and Yagako. They're going to be the two players I'm looking out for the most here. Yeah, and I'm wondering if we are going to see Ваканим, думаю, и то, и то. has played a lot of the speed for Sweden, and there's Zoomery in for Hong Kong along with Max Furios, so Hong Kong does have their speed lineup here, and it's Tommy in, so they've got their proper speed lineup along with MCY. And this is Sweden throwing down the gauntlet with this pick. Both of these teams banned out speed in their previous matches, have been pretty much avoiding picking speed maps at all costs in both of the previous rounds. And Типа, so я думал, says, you know what? шведы будут крыть их даблтаймами, просто вот так вот. Team. А из-за выебона на фримоде до шведов, ну, то есть до гения на шкире дошло, что можно просто хиденов набрать против этих раков, и они отлетят в ноль. И все. I think for MCY sticking around, it's fine. I think he's more strong on the Ну да, да, там 3 карты на филмоде, в отличие от I was хиденов. expecting a few other players to pop in it for Hong Kong. Most notably F2X and or A21, who have both Немного shown погромче magnificent себя. scores in the top Окей, 10 вот так team. вот могу сделать. A Чуть little погромче surprised стало. with the roster here for Hong Kong, but having Zoomery and Max Furio is gonna suppress that fear a little bit because those are the Ну two смотри, main это mechanics players that you ДТ expect состав. Hong Kong to play really well. That is one of their primary roles for this team. So these guys are going to be the all reliable. Those are going to be the two big people that want Да я to see могу, Hong ну, Kong. ты видишь, тупо сделана трансляция, то, что комментаторы намного громче музла. Жаль, что нет просто трансляции с музыкой, чтобы можно было слушать без комментариев. Вот это было бы офигенно. Если бы я в соло смотрел, я бы смотрел очевидно без комментов, а просто с музлом на полную. Потому что хочется треки зачастую послушать. А с этим небольшая проблема. Слышите, если я вот так сделаю, вам будет фонить? Или не? Или не фонит? My best guess for the Hong Kong lineup is that there is some amount of. Ну давайте смотрите, если какая-то забирает, то Шкила засыт ДТ пикать. Но мне кажется, что будет руина. Нечеловеческая абсолютно. Zoomery and Andros, but Andros is recovering nicely.
early stages so far, you do have a good point as well. Some of these streams are test stream level, just like one of those there. He's not going to trip up anybody in the stamina department, but Grepe and Rika are going to be dropping into Sweden. Despite that early draw from Zoomer, it's not going to be too difficult for Hong Kong to build something here. Tommy's gonna drop, but Yagiko trades it. Ля, ладно, играть без шкила это очень опасная затея. Но чела слева это тоже прикол. Ну, короче, они и те очень хреновые в ДТ, видимо. Ну, Андрес, по идее, нормально раздавал всю жизнь. С другой стороны, меня немного напрягает, что эта карта 220 всего. Tommy finds the miss now. The score is going back over slowly, but it's just accuracy drops right now. The stamina is starting to get really intensive. Max Bureau finds another miss, going over to Sweden now, and Grippe. Чё, какой перформанс игроков? It's looking really, really tough here for both of these teams. They're not really building up. Нет ощущения, что им реально now that we're going into this final kind of third of the map here, очень тяжело такое we're starting to дается. see some more combos build, especially with Sweden here. Yagiko and Reedcat really keeping this alive, keeping the lead ahead for Sweden. Hong Kong are not too far away though. MCY4 is a good threat, but there goes Tommy. Да забей, забей, тут и Жагеки еще раздает, и все остальные. Это фришное для шведа. Trying to do it all for Hong Kong here, up against Yageko and Reedcat, and we're very quickly running out of time. This score lead is skyrocketing out of control, and yes, the map is hard in the ending, but Если они... Ну, короче, это в нулину будет раскат. What can you do? Another drop from Max Bureau and Tommy as well. Походу. Hong Kong, they just can't get any supporting combos on the board. You finally have Zoomery to try and build something, but it's not nearly going to be enough when Sweden have combos, 3 of them. Oh, no, okay, maybe not 3 of them, depending on what's in this ending, but 2 of them well over 1000. Да, силу поноса сейчас нельзя тратить вообще. Ну, слева у чела... Ну, забей. Слева чела просто не в состоянии ДТ играть. Это очевидно было с самого начала. Ну, тем людям, кто понимает. Но я думал, что чела слева будут забирать гиммик пики. Но они их не пикают пока что. Они не пикают их, я не понимаю причины. Шведы, да, шведы по красоте. Редкат с Жагек и Андерсом нормально карту закрыли. Но 4-го игрока у них просто нет на эту карту, и все. Поэтому пришлось выпустить этого чела, но вы видите, он на бэшку играет. Maybe you have to go for one of those awkward free mod picks, but the free mod 4 already is still up. Подавление эхо настроить? А что, подфанивать начало? Я настрою. Давай это вот так пока сделаю тогда. Кстати, ГК раньше... Не, ГК раньше играл вот всякие дабстеп, там знаешь, что такое? Фигатур. Они мод нормально играли, ну, хиданы всякие. Хардвок терпим. ДТ они всегда сосали. Сейчас я покажу матчи, там все норм. Ну ты понимаешь, и ничего. Максимально непредсказуемый день. Например, абсолютно поносный матч должен был быть Германия, Япония. А там японцы отжали 4 карты или 5 даже. Я помню, 4 вроде отжали, да? 4 отжали. А здесь вот должен был быть матч, в моем представлении близкий. Блять, какой фейк! Ой, что ты пикаешь? Ой, ё-моё. Если вы не выучили гиммики, вы пососете. Им нужно НМ2 и Хиден-2 пикать. Хотя тут уже похрен, что пикать вас шведы ДТшками докроют. У вас нет шансов. Забейте это узово. Дайте подумать головой. А что если самим взять ДТшку, чтобы быстрее проиграть, но выиграть стоп? Могут ли эти чуть подумать другое? I think we're going to be seeing Hibiki as the last one. Has been that one player for Hong Kong has been putting up comparable scores to MCY on a few of these maps. Причина почему? Какая причина того, что Гонконг додумались выучить М2 и Хиден-2? Finks and Skilla waiting for one more. I think we're going to see Reedcat here. There's no way they don't put Reedcat in for this.
This is probably А one что of ему the maps that играть? you think, you know, read cat go win, you know. It's one of those like staple maps that you would expect a player like Reed Cat to be playing on. Slap on that hard rock, enjoy the flowing. It's literally like I can imagine this being like a fun map for Reed Cat. This is like a fun casual thing he'd do. So yeah, I'm expecting him to be in it for the hard rock. Yeah, and there he is. We're probably going to see the hard rock from MCY, maybe hit on hard rock if he decides to be bold. Are we going to see the triple hit again from Забей, Hong у Kong? меня I highly эхо doubt it. никак не влияет. I highly У меня doubt пустая it. комната абсолютно No, квадратная. this one Из-за этого is эхо really не tough. башит. It is very, very long as well, so it's all about the consistency. And when the map is this long and you have to have the mods on for 4 minutes, they really trip you up. But it is one hidden hard rock, so it is going to be F2X taking the hidden hard rock this time. I really like this from Hong Kong. They're leaving MCY4. Да я on the сижу no как в mod, кинотеатре. giving them a bit of Нормально, в easier самый time, раз. and hopefully MCY4 can put up the big combo to carry this map. On the side of Sweden, А где 4 хидена слева, я не понял. А сейчас 4 хидена не взяли. Алло. This time around, it's Sweden taking the risk. We'll see if it pays off. Sweden, sorry, Hard Rock is pretty tricky, but I don't think any of the streams become space, so it's definitely not too much more difficult. Yeah, Ну смотрите, проблема. Редкат такие карты играет всю жизнь. Шкила играет нормально. Big jump section there. It's gonna trip up Phelan, but he's the only one to drop with that section. That big jump section. Вообще это одна из самых простых карт в пуле, так. Surprised to see Только nobody else конец drop outside можно of Phelan. насрать. But that's gonna give an early advantage here for Hong Kong. Outside of that, it's looking good. F2X looking very comfortable in this intro section. Yeah, just a very, very slight over-aim for Phelan on the last note of that Почему square. второй Really стул пустует? unfortunate. Сейчас So, швед закроет этих раков, и я спрошу у второго стула. No mod combo traded for a hidden, and that's going to be advantage Sweden. These modded combos are with more. Here we go into the first stream section, and this is where the streams begin. It is really just heavy flow aim streams. You see some cuts thrown in there, but these are going to be the easier stream sections. Phelan yet again under aiming this time, and Recat on the hard rock drops Да и as well. соседи, кстати, могли уже начать срать про гонг, но They still all 0-3 3 вообще. FCs. Hibiki is recovering very nicely, and they're finally the ones off to the races here to get started. And they do still have, of course, Spinks and Skilla to watch out for, but they're in a good spot. Hong Kong are looking good. They got the recovery also from Hibiki. These 3 FCs from Hong Kong still А чё, looking really редкат? solid. Я Keeping пропустил, в Skilla каком месте at редкат вообще bay вышел? here, Как он along with умудрился? Spinks as well. You still got some decent recoveries here from Phelan and Reed Cat. Big aim section there going into this next key eye. F2X is going to be the first to drop. That's the biggest mod that you don't want to see drop for Hong Kong. Unfortunately, Чё, not это gonna равный be the case. It's замес, going to be down, получается? and it's going to start evening out the combo leads here, especially with those 2 recoveries from both Phelan and Reed Cat suppressing. Я за both шкилу Hibiki and что-то F2X переживаю. evenly, but it's going to be a little Привет! bit of a Моя wild, but there's любимая Spinks. команда That's OWC a ginormous смешарики в combo come сети. from Это Sweden. команда мировая классика. Всякие Германии и Польши рядом не стояли. Смешарики затрагивают такие темы, как любовь и друзья. А сама идея смешариков стара, но актуальна и по сей день. Мой самый любимый персонаж Чикони. Виртуальный боец. Виртуоз виртуальных сражений на виртуальных мечах. Очень нравится его поступок в первой половине финала первого сезона, Алло, когда он берет на Мисни, себя блядь. всю свою мотивацию и заряжает Томми. позитивом своих сокомандников. Talala, дело Я хочу, чтобы матч даже побыстрее в том, закончился. Что ты умеешь делать настроение. Дело в том, что ты делаешь это с душой. Блять. Алло. С горячим сердцем и чистой Phelan finds the душой miss, жму supporting combo руку, dropping off. Не стоя со работает, нахрена. слезами They на have a chance. То It's есть глазах. Hong прокат Kong opens the говно door. что-то не выходит ни хрена сегодня. But it doesn't look like it. Hong Они Kong реально are её budging. заберут. They're going to be staring blank at that door and not touching the doorknob, Но the если door миснул handle. Шкила, игра They're not проиграна, going near по-моему. that stuff. They see the creepy combo that was Skilla, but Skilla's going to fall. He's not by that window anymore. Yeah, It's sure. only Reed Cat to try and hold on. Whereas Hong Kong, despite that drop from Tommy, look absolutely good, completely clear. MCY4 holding on to a magnificent full combo towards his ending section. We may see Drake break towards the end, but the damage has already been done. Hibiki also backing them up brilliantly on this hidden, despite that early drop, solidifying that 700,000 score for Hong Kong. They're going to be able to skyrocket it away. Hibiki finally drops, but MCY4 remains brilliantly stable.
and hits the FC with 99.8% Ну смотри, сейчас Швеция пикает ДТ3 и accuracy. стрелет им на лицо What's a просто, score да? from this man? Или они будут играть через что-то другое? MCY Через сигнатурку скилла очередную, которую он заучил и не миснет. getting Hong Kong on the board Стоп. with an insane accuracy, 3x100. I also have to call out Skilla, 1x100 or 100, one slider break on my that God. hidden was so close to just getting that 1x100 FC. Could have been the difference for Sweden, but even if Skilla had gotten the FC, I don't think it would have been enough. So Hong Kong potentially getting some momentum back here. We are late enough into the match. The picks feel a little bit more clear for Sweden, so this is the time. for Какого Hong хера? Kong Ну to make соседи their уже начали resurgence, бунтовать, get если momentum что. Дать back, вам and послушать? potentially bring this one back to even. Well, you do still have two really strong tap mechanics maps here for Sweden. You do still have the normal. Что это за херня? You still have the DP, which are Какого obviously хрена Sweden do have the better speed team происходит? from what we've seen, especially with the double two. Ой, блин. But these ones are more on the speed tap control. I think number 3 is actually Ё-моё. quite stamina heavy when you really think about it. If you're Ну gonna чё, put в in the культурном effort to доме hit живу these нормально, всё. accurately, you're gonna be draining your stamina pretty hard. So this number 3 is gonna be an important one for Sweden. I think this Да, is за the что я one не pick that чмо? they're either gonna be Я не burning straight понимаю, away что or saving up происходит. for going into this next set Ну, у меня, of короче, matches соседка, here. если это та, о которой я думаю, постоянно нажирается и начинает срать в общий чат голосовухами с охренительными байками. Yeah, so they're outside of the tapping, which honestly Sweden has not really been good for. I think it's good for them here because Hong Kong is also equally not a Нормально, tapping team, нормально but все, не it's надо gonna be the Nomad переживать, 2, so they're gonna хорошо. opt into that rating. That is not one of the maps I was gonna suggest. Не I was знаю thinking зачем. maybe the Ну, Nomad ты не 1, понял, она maybe хотела, 1, but чтобы, ну, they want rating. ребенок This is просил one of the picks that пылесосить. I think we were talking about previously. А она, It's a типа, potential Hong Kong pick, and so this is going to расхотела в be, процессе пылесошения. finger control И ratings. эта тетка Сарака разозлилась, и все. On the Nomad, Со lots мной of стул. doubles, lots of quads. Смотрите, Шкила сам пикает НМ2, берет игру в свои руки, потому что он понял, что Гонконг боится НМ2. I think MCY4 И при виде него, ну, просто это... Да, может вам кого-то на стул посадить? На стул посадить, пока НМ2 не начался. Еще. Может, у меня есть друг? I am absolutely expect to see Tony Rio here for Sweden. I I think- think is fine, honestly. I think those two are going to be the main people that you want to see with this. This is very rhythmic tapping control. Having Skilla and Spinks around is understandable here. They're both the two kind of non-mod carry players. Those are the ones that you expect to see on nearly every non-mod for Sweden. But with the other two players, I'm really expecting Tonio and Phelan here. I don't really see any other player that could maybe play this. You could maybe see Yagiko, but I'm 100% expecting Tonio and Phelan. Those are the two players I'm expecting. And for Hong Kong, having A21 Sheen and MCY4, totally fine. Those are the staple three players that you should expect to see in maps like these. And Rio seems to be the filler. This map is spicy. Да, они позиции рандомные сделали, Yes, it забей. is. It is Но short, пул it is баланса при этом spicy, достаточно. and it is going to be, I Ну, feel то есть like, он pretty decisive ну, one way or the просто other. It is рандомный микс карт, potentially но one player, все на разные jumping скиллсеты. out from Нормально. Sweden. It would be Здоров, surprised Андиотик, здоров. if we don't see them come back in, Я but ничего не it's пропустил. free cat. Тайпан, Талала, дело даже не в том, что ты умеешь делать настроение, дело в том, что ты делаешь... Спасибо тебе. Спасибо большое. Shiva, you mentioned Tony Rio here. За ваше Just здоровье. last week, Tony had a 1x100 on the Nomad 4. Now, this is a little bit different from the Nomad 4, but Tony has put up some absolutely insane scores on these kind of... Ну, я считаю, что Гонконг должен был это выучить. tapping Nomad maps. То, So, что профессиональный тренер России говорит, что это не так, maybe я считаю, он MCY4 пиздит. can do it again. We'll see. You're really looking out for that guy at that point. He's been the absolute undisputed star for Hong Да не Kong. будет ТБ, вы чё? You're really looking at him to hope that he can try and suppress whatever Sweden have coming at him, because Sweden have some threatening players. Да on Шилд maps уже like these. домой уехал. This one is super. Ну, сейчас окажется, что Шкила heavy. выучил As you карту mentioned, I наизусть и think very ФКшников, short, да? 1 minute 50 seconds long. Any combo advantage in these early stages is going to be extremely valuable, and it's going to be MCY4 first to drop into this. Вы чё, реально хотите сказать, что они ее You can kind выучили? of see what makes this map crazy. Челы just by справа looking at it, больные? man. It's some painful overlap reading with lots and lots of rhythmic tapping sections. Чё with some происходит, on-time алло? perfect stacks and double backing Yeah. patterns as well. And Hong Kong Hong Kong. is just gone.
the map doesn't get any easier. This is just the map the whole way through. We're already halfway through the map. Yes, Skilla finds the miss, but you've still got 4 combos on Sweden. It's a 500,000 point lead, and this one. Чикони, смотри, учись, как надо играть. I just don't see how Hong Kong makes the comeback here. Xi'an finds yet another miss, and there's actually potentially a really impressive scheme from Sweden. If they can keep up their combos, Recat does find the miss. It is still Otoni Reno as well now. Okay, full reset from Sweden. Does Hong Kong have the combos to make a comeback? I'm not sure they do, as Max Guerrero finds another miss. And yeah, there's just no time. No, there isn't any. Ну все, это просто разнос. Keeping it alive, they're keeping it going. With these fall aparts in the early stage from Hong Kong, there's just nothing they can do. MCY4921 really did try though. They're building some great accuracy in combo, but it's not going to be enough. Sweden are going to be one map away from knocking Hong Kong out of the OWC World Cup. Карта 6 стар залупа, почему Гонконг не учил, потому что учил ее только в СУ-4 походу и... Все. Very, very decisively. And Shiba, I think it's time to think back to the beginning of this match. Не, 6-5 не верю, сейчас будет... Ну смотри, мне кажется, любая ДТшка, нет шансов у Гонконга. Что мне подсказывает. Что там еще есть? НМ3, это хай БПМ. Ну чё, Шведен пикнет НМ3, и вот эти челы проебут. ХД2, судя по перформансу на прошлой карте, тоже шведы не выигрывают. Хардроки у них есть, по идее. I don't know, because on paper, I'm not sure which team would do that much better on this head-in two. This is again density, aim. Number 2 was very control heavy, but it's also very dense. So the reading requirement is quite similar. Не, FM1 еще ничего пик. Ну смотри, типа, FM1 в Швеции могут не накомбить челы. А в Гонконге вообще Ну я не знаю, что пикать на месте Гонконга. Но если бы я играл, я бы взял... Ну смотри, я думаю про себя. У меня альтернативные игроки, там EHR3 надо поиграть. Вот. Типа, у меня все играют альтернейт, все такие типа дабстеп, но никто не может попасть по нотам, но приходится играть HR3. Тайм-аут брали, тайм-аут. Ну, блядь, вы не можете научиться играть все даблтаймы просто от того, что вы взяли тайм-аут. Даже если вы сейчас пик выигрываете, вас кроют ДТшкой сверху, и вам пиздец. Вам нужно каким-то раком собраться и научиться играть ДТ вот сейчас, за 10 минут. Ну чё можно? Посадить челов играть ДТ, часть состава, разминаться сейчас, играть карты. А самим сыграть ХРчик какой-нибудь. And a very big kind of nudge to Hong Kong, like, hey, we don't like this map, we don't want to play it, you know. And now that they notice that they can't do that double ban. Потому что на простых картах играли русские с Гонконгом. Понимаешь? Okay, we know they don't like it, let's pick it, despite it not being one of our strengths, and despite losing no more 2. Ну я тоже за HR3 голосовал. Ну типа, если я буду в Гонконге, так вышло, что я не догадался выучить русский AR. Придется играть HR3. Сейчас окажется, что у них челы R10 не читают, которые альтернативы умеют, или что-нибудь на уровне. Я не настолько силен в их скиллсетах, но... Sweden put up a good reading score. You have players like Phelan, like Tony, who are quite solid on the hidden. And so, Ваканим Тачкила хороший турнирный игрок, ты понимаешь? Он не просто заучивает, он хорошо играет в игру. Если ты заучишь карту, я тебе открою секрет, ты выйдешь, ты рестанешь просто под себя жидко, будешь трястись и заплачешь в середине на ОВЦ. Да, первый был норм. Нет, пикать правильный тяж, чтобы пикать нормально, нужно просто иметь больше 100 IQ, по-моему. Ну, возможно, даже больше 80, вероятно. А еще, чтобы не пикать кучу хиденов на фримоде, нужно быть, ну, просто не... Ой, ладно, все, молчу.
Sweden has been, especially in qualifiers, one of the best named teams in the tournament. Ну, Things смотрите, like они пикнули the FM1. Free Mod 1, the 236 Nomad 1. БПМ очень хочется поиграть, Just видимо. a pure aim free mod. После We're gonna того, see, Skilla, of course, along with Reedcat and как ваш Скилла Andros, нагнул на all 220 два раза absolutely подряд absurd aim players now. со своими Hong Kong братками. have a 230 decent захотелось lineup очень сильно. themselves, but it is a risky pick. Ну, You can't типа, blame them, though. да, It is a Редкат не risky попадет в pick, эту and хуйню с what I хардроком. hope Но у to вас see чел тоже here с хардроком не попадет is в это. no overmods. We've seen teams overmod twice, and the team with more mods has lost both free mods. Ну, смотрите, они, логика такая, типа, у нас более-менее сильные игроки на всех позициях, то есть мы все сыграем карту среднюю, мы их выиграем. Бля, это хренота полная. С другой стороны, что не пикни, ты уже проиграл. Все карты нужно играть, чтобы на тайбрейкер выходить почти. Hong Kong do have Tommy in A21 especially. And of course MCY. Ну и типа, смотрите, когда выходит Шкилла, Редкат и Андрес, это самый хуёвый вариант вообще. Это три самых сильных игрока за Швецию. Это типа самый хуёвый расклад вообще, который может быть. Где чел слева? The CS 3.6 does make the Hard Rock a little bit more comfortable as well. We'll see if anyone gets baited into the overmod by the bigger circle size. I think A21, another big. Да какой бы ты нулевый не был, ты понимаешь то, что есть сила, ну знаешь, скилл не пропьешь. Блять! Overmod for Sweden. Andros, Reedcat, both on the Hard Rock, Skill on the Hidden, and Spinks on the No Mod. We've had 2 free mods so far. The team with more mods has lost both times. Let's see if Sweden can break the curse here on free mod 1. Не хочу играть 7 звезд, короче, знаете, с 9 AR9.6 мне впадло, блядь. Хочу играть 8. Circle size поменьше, там вообще R10 удобно попадать. 9.6 что-то плохо сегодня читается. Очень хочется, короче, ну, вот чтобы старать под 8 было обязательно на турике. Ну, чтобы поинтереснее было, а то слишком легко как-то, ну... Я не знаю. Реально же просто. Does frighten me a little bit because that's gonna invisibly trap up some combos if you've been single tapping or ulting. Ладно, если они оба сыграют на 700 тысяч, я закрою ебучку. Но если они не наберут 700 тысяч с хардроком, то я не знаю. I really like what Hong Kong is doing here with the no mod on MCY4. Put your star player on the no mod. Может, их пугают большие круги. Я понимаю, Редкат всю жизнь маленький там играет, наверное. Ну, Андрес чё, обосрался. We do have a 1/3 section coming up after this next jump pattern. We'll see if anyone finds a miss on it. Everybody holds for now. That only drop B from A21. That's the only thing that's separating Sweden from Hong Kong, giving them that lead. It's going to be very soon though. Big 1-2 jumps to come through. Big wrap up. A21's going to drop and Andros trades it. But that's going to be a big combo here gone for Sweden. It's starting to get slowly evened out. There's the 1/3 stream from Sweden. Completely blown away. It's just Spinks left. I told you, Flame, that was going to be one of the big sections to look out for, and it has made an astronomical impact here. Sweden completely collapses with that drop from Spinks, and MCY4 and Tommy still hold on. The 1/3 decided all Sweden with another triple miss on that second 1/3, and it is Tommy, it is MCY4 looking to keep the OWC World Cup hopes alive for Hong Kong. Каждый раз, когда я могу взять Half a хардрок, я map to беру go, хардрок. 300,000 points on a map like this is Это же так интересно, так not необычно. a Можно time показать machine, всем, как я but they need умею a lot of играть. combo, and they need some big misses soon. Yeah, this is a 4-minute long map, so 300,000 at the moment is not too detrimental. Sweden have time to build up some combos and hope for a drop. Боже мой! But this first half full combo again, building up to the next section is going to be really beneficial for them. With that big 1-2 jump section into the final third of the map, Tommy and MCY still holding on really consistently. Shion is going to drop once again, struggling a little bit on the hidden hard rock, but it's still looking good compared to Sweden. Where Shion is still outshining 3 of the 4 players. Oh no, not even that, everyone.
from Sweden. Я не знаю, here. что бы я делал в такой ситуации. Если вот у Swedish меня чел... overall does Как, not почему look я не могу too сказать good. бойся They're челу? trying to build something Ой, back, извините but за Hong мат. Kong have a very Почему aggressive ты score берешь here. мод, если у нас есть игрок, What который, do you скорее всего, do с ним going так into this фукашит? ending section? The dispatch is going to start amplifying here towards the ending, where we're going to see some of the hardest parts. Andros is going to go down, but overall Hong Kong just like way too dominant Crazy here. zigzag for pattern. anything. Both players Если hold он мне Hong говорит, Kong я to люблю that играть zigzag, в 8 and звезд, я ему говорю, я пошел нахуй из лобби. that's a decisive point. И все. Ой, Very close for a бля. second though, didn't it? I Ой, mean, какой... gosh, it really was just that one burst that completely ruined Sweden. Это просто It will be Hong невыносимо. Kong to keep it Нет, alive. извините за начало, это реально невыносимо. What did I tell you, Shiba? Я понимаю, они в любом случае проиграли, даже если бы Андрес пикнул ноумотов и кашнул карту. Они в любом случае просрали. Но это реально жесть. The extra hard rock not working out at all for Sweden, as Hong Kong will finally get a second point, and they're gonna go very quickly. Ну, for Мусуч the нормально 2-3 сыграл, да. pick. Ну, кстати, Томми тоже It's going красавчик. to be Просто a вышел story. какой-то Томми, This is a 315, very well-known map. выиграл. It's Все, lots 0 of матчей. 280 Давайте думать. upgrades. Посмотрите, It is Шкила работает quite по моей speedy, стратегии, он so понимает, что Sweden осталось просто gonna continue допикнуть picking ДТ, и this это tapping, фривин. following up the DT2 Короче, really сейчас well. ставлю, Much будет better than Hong очень Kong смешно. and Сейчас Hong окажется, Kong что will челы за definitely do that. Швецию боятся I don't know. выигрывать I don't know, последний man. поинт Sweden и have proven испугаются themselves to be the просто в strongest ужасе. speed team. They've got so И much обосрутся. mechanics talent. Вот если Because вот Hong сейчас Kong, они they do обосрутся, have some это good будет tapping очень смешно players, дальше. but just compared to Дальше Sweden, смотреть how будет much you can интересно. do. Если вот это All они of these players обосрутся from Sweden каким-то неведомым are образом, really strong on от this страха, tapping. It's one of то the матч может strongest стать strengths that интересным. we had already established at the start of this map. I mean, what do you do? Of course you're going to have the staple duo of Andros and Yagako coming in here, but Griffin and Reedcat as well. Редкат не должен Totally это играть good вообще. options as well. Нет? I mean, they're the next best players you can get. I mean, for Hong Kong, you've got Max Beer and Zimmery, who are the two players whose jobs are А еще to когда play Италия? these more Сейчас? mechanics-heavy maps here outside of a few Да, я exceptions. свернусь. But, I mean, what else can you do outside of pray that MCY4 does something? This is 280 Да, Италия BPM, сейчас. nearly, I believe. Я думаю, матч за 280 матчем BPM будут speed. включать, нет? This is Мы some досмотрим вначале raw этот. mechanics here. It's not just the stamina, it's not just the flow, it's raw, high AR reading, and some fast bursts. it's 281 BPM even. Да, This is это БПМ выше карты, by чем far the ДТ2. fastest, Там 220 было, а speed map здесь, we've had so что я far не in this помню, tournament. 260, This что is такое, not да? like, you know, 3-note, 5-note burst Ну that тут you can бёрсты see. посерьезнее, There are a few короче. 13-note bursts thrown in there, some 8-note bursts, so you really have to be able to stream those 280 BPMs, or at least burst them relatively comfortably, or you're going to be dropping combo on the longer streams, or you're going to be dropping Гонконг, а accuracy on 21 the же shorter вообще не ones, жмет and, вроде, нет? things can fall apart very quickly here. Ну, сейчас будет прокат лицом слева, но если прокат лицом выигрывает, то шансы есть. Дальше на игру. Alrighty. Но мне кажется, это должно Can быть Hong в Kong нулину, do something magical если here? шведы не с ума сойдут. 2 minutes Ну, and Андерс же 26 всю жизнь seconds такое on. жал, нет? A 280 BPM stream, 280 BPM bursts. Emphasis on the bursty part. This is less about the stamina and just more about that raw mechanics Как here. все хреново в команде, когда у тебя Early А21 interim выходит sections играть here going to be ДТ3. tripping up a few people, Andros and A21 in particular. 3 FCs for 3 still evening out here for both of these players. But the accuracy is starting to keep Sweden just a little bit in that lead, but not by much, only by about 20k. And they're still building up with this first Ki. Triples there hit, 1, 2, 3 patterns hit from everybody here, and we're going to the first Ki. This is where you see some of these bursts they get a little bit longer with extra хрена notes. You can 21 see a раз few кликнуть? quits here and there as well. Ты Yagako's going to сумасшедший? drop for Sweden. That's going to be good for Hong Kong. They're going to start gaining as long as nobody trades it. And they all hit А21 this спам, Ki. пожалуйста. Спам как никогда, как Can не Hong всегда. Kong hold on Просто till they get a прокат chance to лицом get надо slow? Yes, they совершить do. на победу. The hard part of this map is starting to be hit Слышите, through now, а and Hong какого Kong have a good хрена? chance to just keep this going, keep this ahead for them up until that Что next там, игра Ki. жизни There are слева? still a few bursty patterns here and there with a few quicks here and there, but overall it's looking pretty easy compared to the first Ki. If Hong Kong can hit the whole Ki, they can hit the rest А of the чел slow справится second в up джампе until the не попадает, да? next Ki. Я That's правильно going to понял? be even harder. It's only Max Bureau dropping into this intro of the Ki. Grippe dropped quite a good while ago. It's established here for Hong Kong with that advantage. 3 FCs to 1 with some good recoveries here. Hong Kong
remain unfazed going into this final Вообще third. There goes Вообще не Shion. все. Редкат может засолить. But and they 21 as well. Hold on a second. The recoveries from Sweden are really good as well. MCY4 can only hold on to so much. Oh wait, hold on. Там из последних сил происходит. Or did I even not even see What Shion is break? Bancho from Shion? Okay, I was gonna say, whoa. Блять, That's почему он not в Bancho. точку не Was that зажал? real? Hold on, hold on. Ой, That's big. бля. That's great over so quickly. Ну да, Oh, Редкат there he вынес. goes. That has to be it now. There's no way. Ой, Yarako's gonna drop it, but those recoveries from ёбаный Sweden are still рот. way too powerful. Reed Cat keeping this team Редкат, alive, keeping the advantages in their favor. And Hong Kong, man, what a threat they were Yeah, for a Red Cat good красавчик. while, I Flame. 3 FCs. Соло. But it was that next HI, that final third of the map that just completely Solo. made them fall apart. No Да, combos гонку towards нужно this было ending. брать, на самом And деле. Reed Cat finishes it Но off for Sweden with an Red Cat FC, красавчик, with Andrews свою following команду not too затащил. far away. Sweden will knock Так Hong они Kong сыграли out of все the почти на World Cup. 700 справа. Man, Hong Kong Неплохо. running out of stamina at the end. They Да had какие their раки слева? chance, Слева раки just просто could not жать hold не on. могут And всю this жизнь. И Sweden все. Это они moving еще on to высрались second никогда в своей round жизни of the челы losers слева. bracket, where they are Это going to play the winner хороший of скор для Romania, них. France. Я думал, хуже будет намного. Да хрен его знает, я ни за кого не болел. Я просто почекал. Yeah, man. Я просто I почекал. think for Pickups, У меня a не lot было, of people знаешь, expecting Hong Kong какого-то, to ну, take прям it. супер симпатичной команды. Sweden А вот сейчас я буду with топить за Италию, two просто breakpoints пиздец, in a row как at the очевидно start, just had визжать such тошно. an incredible set of Это momentum. нормальный матч, And на I мой взгляд. believe, Что Италия, в моем представлении, according умеет to только some аимить. experts I've seen in Но tunnel, this is the furthest Sweden has пул gone in a такой very long немножко. time. Ну, So congratulations на to контроль. Sweden, man. Upsetting one of the А в big